Доктор Кострик, наверное, каждый из нас жаловался на проблему заложенности ушей. Когда закупорка продолжается длительное время, это создает дискомфорт, не так ли? При течении заболевания более 3-4 дней целесообразно посетить специалиста. Одной из наиболее распространенных причин является наличие избытка ушной серы, которая является естественной секрецией уха. Когда железа вырабатывает ее слишком много, образуются пробки, что приводит к закупорке. Это приводит к проблемам со слухом, вызванным закупоркой слухового прохода. Нередко серная пробка настолько велика, что ее приходится размягчать специальной жидкостью. Уши, забитые ушной серой, ослабляют слух. Другой распространенной причиной заложенности ушей является сильный насморк. Затем возникает отек слизистой оболочки носа, который распространяется на слуховые проходы, а иногда и на трубу, соединяющую уши с носом, называемую Евстахиевой трубой. Заложенные уши являются естественным симптомом в этой ситуации. Людям, которые часто болеют простудой, следует обратиться к специалисту. Для них это может быть признаком заболевания носовых пазух. Третьей распространенной причиной заложенности ушей является изменение давления. Когда в ухо поступает слишком много воздуха, Евстахиевая труба сжимается. В результате она сужается и создает эмболию. Это может произойти, например, у альпинистов или при полете на самолете. В этом случае вы должны часто глотать слюну и, например, сосать леденец, жевать жвачку. При жевании резинки наши слюнные железы стимулируют повышенную выработку слюны, которая при глотании открывает слуховой проход, уменьшая неприятные ощущения. Еще один эффективный метод – вызвать зевоту. Во время этого процесса открывание нижней челюсти поддерживает движение вокруг слуховых проходов. Эта блокада длится от 3 до 5 часов. Наличие инородных тел также может быть причиной закупорки уха. Часто, например, ватный тампон остается в ухе по неосторожности. В случае с детьми иногда также присутствуют различные мелкие предметы, например, бусы или элементы игрушек. С другой стороны, у людей, которые физически работают, например, на пилораме, в ушах могут быть опилки, стружка и в некоторых случаях даже насекомые. Самостоятельно удалять инородные тела не рекомендуется, так как это может привести к их смещению в барабанной перепонке. Повторяющиеся проблемы с заложенным ухом могут потребовать медицинской консультации лор-доктора. Чтобы выяснить причины ваших проблем и определить направление дальнейшего лечения, обязательно обратитесь к доктору. Как прочистить ухо, забитое, когда у человека насморк? Во время простуды в носу развивается отек в области слизистых оболочек. По мере прогрессирования заболевания припухлость также увеличивается в размерах и поражает слуховой проход. Тогда у больного появляется ощущение заложенности уха. Мы можем вылечить болезнь благодаря синтетическим препаратам, а также настоям, разрушающим дыхательные пути, ингаляциям и так далее. При заложенном ухе с насморком помогают жаропонижающие и обезболивающие. В некоторых случаях по показаниям используют антибиотик. Заложенность ушей при насморке обычно лечат антибиотиками у детей до 2 и 6 месяцев, когда дети болеют двусторонним отитом. В таких ситуациях необходимо использовать препараты, регулирующие работу сосудов слизистой оболочки носа. В таких ситуациях визит к доктору очень необходим. Заложенное ухо при насморке есть, если оно не сопровождается тяжелыми симптомами, можно лечить натуральными препаратами, например, содержащими морскую воду. Мы можем купить многие из них в аптеках. Также будет полезно использование ингаляций эфирных масел, разгружающих слизистую оболочку носа. Можно добавить несколько капель, например, лавандового масла в миску с горячей водой и просто подышать над миской, стараясь делать вдохи носом, выдохи ртом. Забитое ухо также можно
прочистить этиловым спиртом. При заложенности ушей из-за насморка капнуть несколько капель вышеупомянутой жидкости. Но ни в коем случае нельзя капать спирт в чистом виде при его концентрации 96%. Поэтому его необходимо развести водой на 2 части спирта, 1 часть кипяченой воды. Раствор следует закапывать в ухо, плотно прикрыть наружный слуховой проход. И тут же следует капать сосудосуживающие капли в нос. Кроме того, помогут дыхательные упражнения. Мы почувствуем облегчение, когда вдохнем после того, как закроем нос пальцами. Весь воздух следует медленно выпустить и, наконец, проглотить. Попробуйте просто надувать воздушные шарики. Это облегчит симптомы заложенности. Наличие воды в ухе, хотя обычно и не опасно, тем не менее может привести к инфицированию и даже воспалению. Жидкость обычно попадает в ухо, когда мы выходим из бассейна или, например, после купания в озере. Самый простой способ прочистить забитое водой ухо – изменить положение тела. Голову следует наклонить к плечам и слегка потянуть за ушную раковину. Как удалить ушную серу из уха? Вопреки видимому, наличие ушной серы в ухе не всегда должно быть признаком отсутствия надлежащей гигиены, ведь это вещество необходимо, потому что оно блокирует вирусы и препятствует их проникновению глубоко в ухо. Однако избыток ушной серы блокирует свет в ушном канале. Это приводит к обструкции и одновременно снижает слух. Причиной образования ушной серы является воздействие высокого атмосферного давления, пребывание в запыленных помещениях и использование наушников. На его избыток часто жалуются строители, люди, работающие в цехах, на заводах и люди, пользующиеся наушниками. При появлении серной пробки в ухе стоит посетить лор-доктора. Тем не менее, многие люди вместо этого пытаются избавиться от ушной серы самостоятельно. Иногда это приводит к смещению восковой пробки к барабанной перепонке, что значительно увеличивает риск ее перфорации. Как прочистить заложенное ухо у ребенка? Если ухо у вашего ребенка заложено, помните, что не следует удалять всю ушную серу, следует только избавиться от его избытка. В случае с ребенком этот шаг должен заключаться в удалении уже вытекшей ушной серы. Делать это нужно аккуратно, водой с мылом. При чистке ушной раковины не забудьте тщательно и аккуратно высушить ухо. У детей частой жалобой является заложенность ушей. Образование пробок часто встречается в детском возрасте, поэтому любое лишнее вещество следует немедленно удалить. Если мы не позаботимся о надлежащей гигиене у ребенка, разовьется потеря слуха. Со временем он может начать жаловаться на шум в ушах, в результате чего у ребенка могут возникнуть трудности с речью. Для предотвращения образования пробок в ушах можно использовать различные препараты, содержащие оливковое масло или парафин. Благодаря им ушная сера будет скапливаться реже. Об этом стоит помнить, особенно когда у ребенка часто забивается ухо. Заложенные уши – это заболевание, которого мы можем избежать. Для этой цели большинство из нас используют ватные палочки, но при этом удаляют излишки ушной серы. В ответ организм начинает его перепроизводить, и это приводит к образованию пробок. Итак, давайте не забывать использовать палочки для удаления грязи из уголков наружного уха. Если уши здоровы, они очистятся сами. Для ухода за ушами достаточно воды и мыла. Удалите излишки ушной серы пальцем, смоченным в растворе. Опять же, не забывайте не вставлять его слишком далеко в ухо. Высушите мокрое ухо бумагой или салфеткой. В уходе также помогут ушные свечи и различные препараты для удаления излишков ушной серы. Если симптомы не острые, можно использовать теплые компрессы. Еще один способ чистки ушей – луковые компрессы. Мы также можем удалить ушную серу, капнув перекись водорода в ухо. Среди препаратов, доступных в аптеках, мы можем выбирать между спреями и ушными каплями. Многие из них основаны на жировых веществах, которые размягчают восковые пробки. Поэтому
Они сделаны из минеральных масел. Однако подготовка к удалению серной пробки, среди прочего, это вазелиновое масло и масляные смеси для удаления микробов из слухового прохода. Причин заложенности ушей много, и вы в этом уже, я думаю, убедились. Методы лечения всегда следует выбирать в соответствии с конкретным заболеванием. Помните, что нельзя использовать фармацевтические препараты, если барабанная перепонка повреждена. Другими противопоказаниями являются выделение из ушей и кровотечение, а также повышенная чувствительность к ингредиентам, содержащимся в препарате. И при заложенном ухе, и при здоровом стоит соблюдать одни и те же правила ухода. Во-первых, не слушайте громкую музыку. Уши также должны быть защищены от ветра и мороза. Благодаря этому заболевание не обострится и не появится. При плавании в озере, бассейне и так далее используйте беруши и высушите уши после выхода из воды. Когда ухо заложено и не сопровождается такими симптомами, как лихорадка, рвота, диарея и отек барабанной перепонки, за организмом можно ухаживать в домашних условиях. В целях гигиены стоит использовать препараты, например, с очищенным оливковым маслом и другими натуральными маслами, соответствующими определенным стандартам. Если слуховой проход правильно увлажнен, организм не будет паниковать и выделять лишнюю ушную серу. Помните об этом. Также стоит использовать препараты, содержащие ингредиенты, удаляющие ушную серу. Однако их не следует использовать в избытке, так как это может привести к сухости кожи слухового прохода. Неувлажненная кожа склонна к раздражению. Стоит использовать косметику, предлагаемую проверенными производителями. Надеюсь, информация была полезна для вас. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч!